Он отнял 2 молодые жизни, а затем глумился над телами подростков. Кто этот монстр? И почему он это сделал? Что, если бы кто-то сделал это с Келси? Что тогда? Чего бы ты пожелал человеку, который сотворил такое с ней? Если бы это было фото Келси, в которую выстрелили, уложили обнаженной на землю, раздвинули ноги и трогали ее, что должно произойти с таким чудовищем? Знакомьтесь, это Джеффри Хейзелвуд, человек, который только что хладнокровно лишил жизни 2 ни в чем не повинных подростков. Но чего никто не может понять, это почему, а главное как, парень, который сейчас сжимается в живой клубок на стуле в допросной и уверяет, что им руководили голоса, смог провернуть одно из самых безжалостных нападений в истории Розуэлла, штат Джорджия. Ранним утром 1 августа 2016 года обычный водитель грузовика совершил находку, которая навсегда изменила этот тихий город. Вместо беззаботного летнего дня, отдыха на солнце и купания в реке, в мыслях людей прочно засело одно — зверское убийство Картера Дэвиса и Натали Хендерсон. Вот что говорил шокированный водитель диспетчеру службы спасения. «Я тут только что проезжал мимо Пабликса в Кингс-Плаза, и похоже, что там за магазином лежат 2 тела. Я подъехал чуть ближе, когда проезжал мимо, и заметил, что одно из тел вообще показалось голым. По-моему, это мужчина и женщина. Я заметил, что у мужчины вся голова в крови». Подростков нашли прямо на асфальте возле машины. У каждого было по 1 пулевому ранению в голову. Даже бывалые оперативники застыли в ступоре от увиденного. Весь город задавался вопросом, кому понадобилось убивать этих светлых, всеми любимых детей. К счастью, полиция быстро вышла на след, но первые зацепки принесли еще больше загадок. Изучив записи камер наружного наблюдения, следователи восстановили шокирующую хронологию. Картер и Натали припарковались на заднем дворе магазина. Вскоре неподалеку остановился другой автомобиль. Из него вышел молодой человек в черном худи, лицо которого скрывала глухая белая маска. Из тени он какое-то время наблюдал за парой, а затем резко пошел на сближение. Буквально через несколько секунд после короткого разговора нападавший расстрелял обоих в упор. Однако маска не помогла убийце остаться незамеченным. Совершив казнь, он совершает глупейшую ошибку. Заезжает на ближайшую АЗС и использует банковскую карту убитой Натали, чтобы заправить свою машину. Камеры заправки четко зафиксировали лицо, марку авто и государственные номера. Преступника вычислили мгновенно. Им оказался 20-летний Джеффри Хейзелвуд. Когда копы блокировали его на другой заправке и заглянули в салон, сомнений не осталось. Та самая белая маска из видео лежала прямо на заднем сиденье. У него здесь белая маска на заднем сидении. Полицейские оперативно доставляют Джеффри в местный участок для допроса. Однако, оказавшись в кабинете, он моментально сворачивается на стуле в позу эмбриона, с огромным трудом пытается по буквам выговорить собственное имя и заявляет, что голоса в голове отдают ему приказ. Если детективы не смогут расколоть этот дешевый спектакль и доказать, что в ту ночь он прекрасно понимал, что делает, его психическое расстройство станет идеальным бесплатным билетом на свободу. Убийца Картера и Натали просто уйдет от ответственности по невменяемости. «Дай нам минутку, ладно? С тобой все нормально?» «Да, это просто нервный тик. А так, все нормально». «Как к тебе обращаться? Какое твое полное имя? Джеффри или нет?» «Джеффри?» «Джеффри. Ага. Ладно, все в порядке. Мы сейчас вернемся. Принесем тебе воды. Тут вроде достаточно тепло. Ты не замерз?» «Все нормально, спасибо». «Нормально? Ну и слава святой Матроне». Просил тепленькой? Держи, спасибо. Всегда к твоим услугам, чтобы не простудился. «Ладно, дружище, дай нам 2 минутки, мы сейчас вернемся». В пустой комнате допросов стартовал спектакль одного актера. Наш герой, за плечами которого 2 оборванных молодых жизни, решил дебютировать в роли полной амнезии. Я не знаю, что происходит. Какое потрясающее начало. Я не знаю, почему я здесь. За что? Что я сделал? Я ничего не сделал. Ничего. Так, Джеффри, я вернулась. Прости, бумагу забыла. Ты как? С тобой все нормально? Нет, я вообще не понимаю, что здесь происходит. Что происходит? Почему ты так расстроен?
Все просто рушится. Я не понимаю, что происходит. Что именно рушится? Все рушится. Когда ты говоришь «все», что ты имеешь в виду? Все. 1 числа дедушка с бабушкой выставили меня за дверь. Окей, А до этого вся моя жизнь полетела в ад. окей, И я ничего не мог сделать. Становилось все хуже и хуже. ладно. Так, расскажи мне. Эти мысли у меня в голове. Голоса. Я не знаю, что делать. Что за мысли? Я не понимаю, что происходит. Они меня не покидают. Ладно. Я не знаю, что с этим делать. Я не понимаю, что происходит. Мысли в голове, говоришь? Да, он мне приказывает, и он стоит прямо там. Ладно. Говоришь, дедушка с бабушкой выгнали тебя 1 числа. Почему ты плачешь и свернулся в клубок на стуле? И что тебя так расстроило? Просто все летит к чертям. Мой мозг просто не оставляет меня в покое. Ладно. Моя жена здесь? Как зовут твою жену? Келси. Келси. Келси Бонем. Что у вас, ребята, разные фамилии? Мы поженились по нашей религии. Ладно. Неофициально, но поженились. Окей, ладно. Когда вы поженились? 22 апреля. 22 апреля? Да. Окей. Я вообще не знаю, что происходит. Как у вас дела с Келси? Ты ведь в самом начале говорил, что у вас все идет не очень хорошо. Обратите внимание на этот трогательный порыв. 22 апреля. Джеффри с такой точностью называет дату их якобы священного союза, будто сам в это верит. Правда, есть одна небольшая деталь. В соседнем кабинете прямо сейчас допрашивают самую Келси. И для нее новость о том, что она венчанная жена убийцы, станет полным сюрпризом. Ведь она считает его всего лишь своим парнем с заскоками. Но для нашего подзащитного религия — штука гибкая. Захотел — назначил себя мужем, захотел — свалил все на голоса в голове. Камера переключается на соседний кабинет. И здесь атмосфера кардинально другая. Никакой оранжевой робы, никаких театральных панических атак и свернутых в клубок ног. Перед детективами сидит сама Келси. И пока Джеффри за стенкой вдохновенно строит из себя жертву невидимых демонов, здесь начинается реальный разбор полетов. Может, я вас не совсем верно расслышала? Понятно, тебе от этого немного не по себе, да? Потому что твоя мама сидит прямо здесь, а я такое ляпнул. Вот ты делаешь вид, что ничего не слышала. Нет. Подожди, не пытайся со мной играть или притворяться. Я очень хорош в своем деле. В самом начале, однако, все проходит относительно спокойно, хотя долго это не продлится. Тебе что-нибудь еще нужно, доченька? Тебе нужно покрывало. Мы собираемся провести обыск у вас дома. Это не как в кино, где мы переворачиваем диваны и все рвем. Нам просто интересно, не оставил ли там Джефф что-то важное. К сожалению, цепь неприятных событий привела нас к вашему дому. Я не могу пока вдаваться в подробности, что именно нас интересует. Но как только обыск закончится, мой начальник обязательно с вами свяжется и объяснит все детали. Да, нам бы хотелось знать, почему. Почему с нами все это происходит? Самое время проснуться. Я понимаю. Как я и сказал, к сожалению, целая цепь неприятных событий привела нас к вашему дому, хотя вы лично тут вообще ни при чем. Детектив оставляет Келси и ее мать наедине, чтобы они обдумали происходящее. Однако, когда он вскоре вернется, новости Келси совсем не порадуют. У меня есть пару вопросов по поводу всего происходящего. Угу. Твой телефон все еще дома? Что? Я говорю, твой телефон все еще дома? Вам зачем? Потому что он нам нужен. Зачем? Для нашего расследования. Он в моей комнате на кровати. Так, послушай. Я не хочу показаться грубым или типа того. Хочу напоминать тебе снова и снова. Тебе лично вообще ничего не грозит. Мы не пытаемся подвести тебя под статью. Как я уже сказал твоей маме, мы будем проводить обыск в доме по ордеру. Так что мы все равно найдем телефон, так или иначе. Нам просто проще сразу знать, где искать. Итак, ты сказала, что он под кроватью. Мы понимаем, что в телефонах сейчас полно личных вещей, и мы не собираемся копаться в твоих личных делах. Я все понимаю. Этими данными никто ни с кем не будет делиться. Детектив, которому поручат телефон, посмотрит только то, что нам нужно. Вы можете спросить нас, что вас интересует.
Я действительно не могу разглашать, что именно мы ищем. В любом случае, нам больше интересно, как я и сказал, понять, кто такой Джефф. И один из лучших способов — посмотреть, как он общается с близкими. Находясь в допросной, даже не понимая, почему она здесь, да еще и с матерью по соседству, у Келси практически нет шансов отстоять себя или свои права. В итоге она отдает пароль, и детектив уходит, чтобы передать его группе обыска у ее дома. Ты что, думаешь, они фотки смотреть не будут? Да нет, а что там такого? Что ты ему писала такого, чего боишься, что они увидят? Личные вещи. Ну какие еще личные вещи? Все то, что может нам навредить. Да им плевать на это. Всякие ванильные сопли, которые ты ему писала, вот и все. Все нормально? Нет, не нормально. Это же персонально. Ты что, говорила там что-то плохое? Нет. Окей, тогда что ты имеешь в виду? Да нет, я просто к тому, что там мои личные заметки для него. Всякие мёрзкие дьявольские стихи. Келси, дьявольские стихи? Дьявольские стихи? Ну, я просто так самовыражалась. Тем временем в допросной Джеффри, парень без особых проблем, делится личными деталями. И во многом благодаря тому, что женщина-детектив нашла к нему идеальный подход. Она шаг за шагом дотошно восстанавливает хронологию его прошлых дней. Джеффри утверждает, что все выходные либо пахал на работе, либо зависал дома у Келси. В ночь убийства, по его словам, он уехал от девушки под утро. Заскочил к дедушке с бабушкой примерно на час за вещами, а потом отправился в ближайший парк спать прямо в машине. И вот прямо посередине этой истории Джеффри вдруг выдает информацию, которая повергает в шок. Окей, слушаю тебя. Когда я заехал на заправку Quick Trip, перед тем, как поехать в парк, я там кое-что очень интересное нашел. Что именно? Странную штуку. Я такие вообще не люблю. В смысле? Что за штука? Это был пистолет. Окей, ладно. На той заправке Quick Trip, что прямо на Море-Роуд. Он валялся сзади. Я зашел туда сигарету покурить и случайно его пнул. Окей. И это, больно. Я же был босиком. Я его поднял. Кто-то его просто бросил. Подумал, можно продать, а то у меня с деньгами совсем туго. Угу. Понятно. И я начал с ним играться там. Потом я вернулся в парк. Окей. Ясно. То есть ты забрал его себе, чтобы попробовать подзаработать? Хорошо. Можешь описать, как он выглядел? Черный такой. Из коротких. Ясно. Так, то есть пистолет, который в руке держит. Не такой. Или Не. из тех, что в плечо упирают. Не такой большой, нет. Ладно, значит черный. А сбоку был такой крутящийся барабан. Или верхняя часть у него отъезжала назад. Верхняя. Она меня еще и прищемила. Серьезно? И как ты прищемился? Палец зажала. И как это вышло? Да там аж воспалилось все. Я крутил его, а эта штука резко вперед прыгнула. Произошло очень быстро. О, поняла. То есть ты прищемил мизинец этой затворной рамы сверху. Ах, представляю. Кровь шла? Шла, но сейчас больше нагноилась и болит. О, поняла. Каким бы неправдоподобным ни казался рассказ Джеффри, детектив сохраняет хладнокровие и подыгрывает ему, надеясь, что он выложит еще больше информации. Но за кадром следователь уже прекрасно знает, откуда на самом деле взялось оружие убийства. Дедушка Джеффри заявил о краже своего пистолета меньше, чем через 12 часов после убойного нападения на Картера и Натали. Вид пропавшего пистолета полностью совпал с огнестрельными ранениями жертв. И поскольку Джеффри сам только что подтвердил, что заезжал к дедушке с бабушкой в ночь убийства, детектив теперь точно знает, где и когда он добыл ствол. И ты понятия не имеешь, Не-а. почему ты здесь. Не-а. Ясно. Я вообще не знаю, что происходит. Но я тебе расскажу. Хорошо. Так, давай я повторю все, о чем мы с тобой говорили последние несколько дней, пока находимся здесь. В воскресенье вечером, по твоим словам, ты отработал свою обычную вечернюю смену в Уолмарте на 92-й дороге. С 2 дня до 11 вечера. Так, а потом ты поехал к Келси, чтобы зависнуть у нее. Вы там рисовали, это вроде как ваше общее увлечение. А потом вы пошли смотреть на звезды. Вы смотрели перед домом или на заднем дворе? Куда вы вообще для этого ходили? Мы поехали в парк Розвелл, но ей там не понравилось, потому что слишком темно. И мы поехали в центральный парк Розвелла. Ладно, в парк Розвелла. Окей.
Вы пошли на бейсбольное поле или на футбольное? Мы приехали, и я припарковался там, где общественные туалеты. Ага, поняла. И она сказала, что там слишком темно. Ну, мы и ушли. Ладно, и куда вы в итоге пошли? На футбольное поле. Окей, ладно. Ворота там ночью открыты, чтобы люди могли бегать. О, понятно. То есть их не закрывают. Вы пошли на сам стадион или в центр поля? В центр поля. Окей, ладно. Ясно. В общем, вы провели это время вместе, а потом занялись сексом? Вы прямо на футбольном поле занялись сексом? Нет. Ладно. Не, на заднем дворе ее дома. Расстелили плед. Окей, ладно, поняла. Ну, а потом, я так понимаю, вы вернулись в дом, смотреть телевизор, вряд ли у кого-то стоит телек во дворе. Короче, вы зашли в дом и смотрели мультик «Гриффины». И ты сказал, что это было примерно в 2:30 ночи. Угу. Ты уехал от нее и направился к бабушке. Угу. Ладно. И вот как раз в этот момент у нас тут в Розвилле произошло преступление. Угу. Я слышал об этом на следующий день от своей мамы. Это просто ужасно. Да. Но штука в том, что прямо на пути от дома Келси до дома твоей бабушки место преступления находится ровно посередине между ними. Ну, я думал, это возле магазина Таргет. Окей, ладно. Тебе в любом случае пришлось проезжать прямо мимо того места, где все произошло. Именно так. Да, твоя машина есть на видеозаписи, где ты проезжаешь мимо места происшествия. Когда? У меня есть запись, как ты заезжаешь на парковку, где все произошло, Угу. как выходишь из машины, Как ты там немного ходишь кругами? как ты идешь прямо к тому месту, где произошла трагедия, Угу. и ты у меня на видео ровно там, где их убили. Расскажи мне, что ты там делал, когда все это произошло? Я боялся что-то сказать. Это было ужасно. Просто ужасно. Так, все хорошо. Ладно, расскажи мне, что ты там увидел? Там все было в крови. Когда подозреваемый, наконец, начинает признаваться, детектив усиливает нажим, напоминая Джеффри, сколькими уликами против его версии владеет следствие. Хорошо, в какое время ты посетил магазин Flash Foods? Что? На заправочную станцию. Что вы имеете в виду? Я этого не помню. На заправках стоят камеры наблюдения. Угу. Да, я прекрасно знаю, на какой машине ты ездишь. У меня есть запись с камеры заправки прямо через дорогу от твоей работы. В какой момент ты заезжал на эту заправку? Я не верю, что ты нашел пистолет за заправкой Quick Trip, потому что там постоянно тусуются сотрудники, курят и отдыхают на перерывах. Угу. Если бы там в сумке или чехле валялся пистолет с патронами, кто-то из них точно бы его заметил. Там все отлично освещено. Почему вы так уверены, что они это заметили бы? Думаешь, они не заметили бы настоящий пистолет в сумке с патронами? Ты правда думаешь, они бы его проглядели? Я не знаю. Откуда взялся ствол? Я не знаю. Я не понимаю, что происходит. Где зигзауэр твоего дедушки? Я не знаю. По-моему, вы водите меня за нос. В начале нашего разговора все шло очень-очень хорошо. Мы говорили по душам и были честны друг с другом. И прямо сейчас мне нужно, чтобы ты снова стал со мной честен, потому что все твое представление о происходящем резко изменилось. Что вы имеете в виду? Еще пару минут назад самым важным на свете для тебя было снова увидеть Келси, Угу. верно? Ладно. И ты думаешь, если сочинишь сказку про ворованные провода для прикуривания Я ничего не сочиняю. и про то, как твоя машина случайно оказалась единственной на парковке рядом с 2 трупами на всю ночь. Я ничего не сочиняю. Кто украл пистолет из дома твоей дедушки и бабушки? Ты был там в ту ночь, когда его украли. Кто был с тобой? Что вы имеете в виду? Я ничего не крал и ничего плохого не делал. Так, то есть этого пистолета нет в твоей машине. Украденный у деда ствол – это не тот, что лежит у тебя в багажнике. Он был сзади магазина Quick Trip. Под усилившимся давлением Джеффри ломается и уводит следствие по совершенно иному пути. Я не знаю, как его зовут. Кого? Чье имя? Того парня, которому я его отдал. Парня, которому ты его отдал.
Угу. Кому и что ты отдал? Это пистолет? Я не знал, он сказал, что хочет попрактиковаться. Ладно. Так, и ты думаешь, это он в них стрелял? Я не знаю. Кому ты отдал пистолет? Допустим, ты не знаешь его имени. Тогда опиши, как он выглядел. Все, что я знаю, его зовут Мэтт. Его зовут Мэтт. И когда ты отдал ему пистолет? Неделю назад. Ты не мог найти его неделю назад. Ты сам только что сказал, что нашел его в воскресенье вечером. Сегодня только среда. Я не знаю. Странные заявления Джеффри ставят перед детективами вопрос, замешан ли в этом преступлении кто-то еще, или хотя бы знает о нем. В соседней допросной другой детектив рассчитывает получить этот ответ от Келси. «Пока все идет довольно неплохо, и я не хочу смотреть, как ты за него врешь. Любовь бывает слепа. Он давал тебе или рассказывал о чем-то, что вытворил недавно. О чем-то, что в твоих глазах выглядело бы шокирующе. Нет. Значит, ничего такого? Ладно, в общем, расклад такой. Помнишь, я говорил, что меня учили читать людей в специальных академиях? Ты только что соврала мне. Окей, я отвела взгляд. Но я так всегда делаю. Так, ладно, ты отвела взгляд. И дело не только во взгляде. Я этим занимаюсь очень давно. Я пытаюсь вывести тебя из-под удара. Вывести из числа соучастников. Но если ты хитришь, и я вижу, что ты мне врешь, у меня не останется выбора, кроме как перевести тебя вот из этой категории вот в эту, к подозреваемому. Я не А вру. я держу тебя на этой стороне только потому, что ты можешь просто что-то знать. Я не вру. Он пытался покончить с собой, и мне пришлось откачивать его 3 раза. Так, и когда это было? Это было недели 3 назад. Понятно. И как он пытался уйти из жизни? Каким способом? У него был... Пистолет? Нет, обезболивающее. Что-что? Обезболивающее. И чем дальше, тем больше он их принимал. Понятно. Доктор ему прописал обезболивающее. Он сожрал 3 штуки. И потом ходил сам не свой. Вообще ничего не помнил около недели. Ладно. Это почти все, что я знаю. И ты вызвала скорую? Ему не нравятся больницы и все такое. То есть ты трижды откачивала его искусственным дыханием и не вызвала скорую? Я была медсестрой. Как раз если ты была медсестрой, ты должна была знать. Я знаю, я должна была позвонить, но он не любил больницы. Значит, ты трижды вытаскивала человека с того света при остановке сердца. Послушай меня, я бывал на куче вызовов и скажу прямо, до этого момента я тебе верил. Но то, что я увидел, называется паузой для размышления. Ты пыталась всунуть мне историю про суицид, хотя в голове у тебя было совсем другое. Хорошо, можешь продолжать в том же духе. Но в итоге, когда я отсюда выйду, знаешь, я устал от этого. Это вы устали? Да, я вымотался. Да я сама недели 3 хожу сама не своя из-за всего этого. Из-за чего? Из-за его попытки суицида. После этого он вообще с катушек слетел, стал еще злее и агрессивнее. Он тебя хоть пальцем трогал? Нет, но его злость... Опиши мне его вспышки гнева. У него шизофрения, Окей. и у него случился приступ. Что за приступ? Опиши. Ты здесь в безопасности. Эта комната — безопасное место. Но предупреждаю, говори правду. Позже, если всплывет что-то другое, разговор будет совсем иным. Я больше не стану с тобой церемониться. Я же пытаюсь вытащить тебя. И в итоге, по факту. Я задал тебе 3 простых вопроса, и на 2 из них ты ответила лукавством. Ты можешь спорить, но я вижу, как ты хитришь. Меня бесит, что вы думаете, будто я знаю о чем-то шокирующем. Единственное, что я знаю, это когда у него был приступ, и мне пришлось прижать его к полу, потому что я думала, что он... Он не говорил тебе, что недавно причинил кому-то вред? Нет, он почти все время был со мной. Он ни разу не говорил, что Нет. навредил кому-то? Не говорил, что сделал что-то плохое? Нет, он вообще ничего мне не рассказывал. Он никогда... он ничего мне не говорил. Он бы понимал, что я сразу обо всем догадаюсь, если бы рассказал. Нет, я думала, с ним все стало нормально спустя время. Ну, после того приступа, когда я пыталась вытащить его из этого состояния. Так, тише, успокойся. Снизь тон, сбавь обороты. Хладнокровие, с которым детектив отмахивается от травмирующего опыта Келси, поражает сразу по нескольким причинам. У следователя была отличная возможность проявить сочувствие.
Не только из банальной человечности, но и чтобы вытянуть больше сведений о психическом состоянии Джеффри. Вместо этого он обесценивает ее переживания и снова ставит под сомнение ее искренность. К тому же, то, что Келси отводит взгляд, вовсе не обязательно означает ложь. Опытные допросчики ищут иные признаки дискомфорта: успокаивающие повторяющиеся движения, изменения в голосе или постоянную смену позы. Язык тела — это лишь подсказка для детективов, куда двигаться дальше, а не неопровержимая истина. Смысловые неувязки в разговоре выдают ложь куда надежнее языка тела. К сожалению, невербалика Келси и ее проблемы со слухом продолжат играть против нее. Я скажу тебе настолько прямо, насколько могу. Он у нас находится вот в этой категории виновных. И тут есть доля вины и куча всякой мути. Я не хочу пересаживать тебя на то кресло. Все предельно просто. Я не хочу сажать тебя в то же самое кресло. Это ведь из-за убийств, да? С чего ты вообще это взяла? Об этом же сейчас абсолютно все в округе говорят. Это единственное громкое дело. А еще ты спросила про пистолет. И это далеко не единственное. С чего ты вообще это ляпнула? Тебе нужно быть честной со мной. И в первую очередь, честной с самой собой прямо сейчас. Тебе нужно быть честной со мной. Я не знаю, сделал он это или нет. Вы выставляете все так, будто он это сделал. Кстати, откуда ты вообще знаешь про убийство? Моя мама сказала. Твоя Она сказала мама? мне это в понедельник утром. О каких убийствах она говорила? О тех, что за супермаркетом Publix? Да, Из чего вдруг ты решила, что твой парень может быть к этому причастен? я так не решила. Еще как решила? Нет, Ну что ж, ладно тогда. подождите. Ладно, послушай, тебе пора выкладывать все, потому что меня ждут еще 3 обыска. Я закончу. У меня на руках куда больше информации, чем ты думаешь. Не знаю я, куда он ходил. Пожалуйста, не уходите. Вы Тогда говори со мной. Окей, я тут сидеть не собираюсь и смотреть на истерику. Тебе надо успокоиться. Я не знаю, куда он ходил. Все, что он мне сказал, это то, что он ходил к своему деду. Когда вы спросили про воскресный вечер, я подумала, что речь об этом. Значит, это все, что ты знаешь? И это все? Я просто спрашиваю. Если скажешь «да», я встаю и ухожу. Договоренность понятна? Это твое окончательное слово? Охваченная паникой, Келси отчаянно пытается удержать детектива в комнате. У нее есть что рассказать, хотя это совсем не то, чего он ожидает. Тем временем в допросной Джеффри обстановка накаляется до предела. Сначала он утверждал, что отдал пистолет парню по имени Мэтт, но теперь его показания резко меняются. Он вываливает копам, что Мэтт якобы приказал ему расправиться с Картером и Натали, потому что сам был влюблен в Натали и безумно ревновал. По мере того, как эта байка о Мэтте обрастает подробностями, все это выглядит все более и более абсурдно. И где именно он сказал, что хочет этого? Где вы находились, когда он приказал тебе их устранить? Мы ехали по 92-й трассе. Окей. Он заставил меня достать права и сказал: «Теперь у меня есть твои данные. Я найду твою семью, наврежу им. Я убью твою семью». Ужас. Я не собирался убивать их. И вот ты сворачиваешь прямо к Пабликсу, а он бежит вслед за твоей машиной? Нет, не совсем. Окей, ладно. Он перебежал через дорогу там, где кусты. Окей, я тебя поняла. В ту сторону я и поехал. Понятно. И потом вы снова пересеклись на парковке у Пабликса? Он подошел к твоей машине или как все было? Нет. Понятно. Так, то есть ты вышел из машины? Да он, по сути, просто орал на меня через дорогу. Окей. Вот этим он в основном и занимался. Он постоянно прятался. Угу. Окей, я тебя поняла. Я просто хочу понять, где он стоял и где мы можем его засечь по камерам. Может, там сзади падал хоть какой-то свет или мелькнула его тень? Он постоянно прятался. Джеффри начинает затирать следователю, будто какой-то Мэтт орал на него из кустов и угрожал вырезать всю его семью и жену, если он не поторопится и не убьет ребят. Джеффри подошел к машине, приказал 2 вылезти с заднего сиденья и сходу врезал Картеру, сбив его с ног. И что произошло дальше? Он продолжал орать на меня, требуя, чтобы я их убил. Кричал: «Убей! Убей! Убей их!» И помни, что я могу сделать с твоей семьей. Убей их и вспомни свою бабушку. Хочешь спасти близких? Делай, что говорю. Ты ударил, и он выпал из машины? Ты когда-нибудь поднимал на женщин руку? Я не знаю.
Это был единственный раз, когда ты ударил парня. Угу, Он не умолял тебя остановиться? угу. Или это не сработало бы? Он смог подняться с земли? Да, И что же он потом сделал? по сути, он кричал. А потом начал приближаться ко мне. Я оглянулся назад, и он ничего не собирался делать. Он орал и пошел на меня. Полная дичь и дурдом. А дальше бум, и все. Угу. И парень рухнул? Ты помнишь, как он упал на землю? Этого я не помню. Куда он упал? Назад или вперед лицом? Я не помню как. Ладно, а где была девчонка? Она была у машины. У машины. И что она делала? Она говорила что-нибудь? Она кричала на меня. И что она кричала? Она кричала: «Какого хрена? Зачем ты это сделал?» И тут Мэтт увидал это и закричал: «Убей! Убей ее! Помни о своей грёбаной семье!» После того, как Джеффри заявил, будто Мэтт приказал ему оттащить тела, выясняется еще более жуткая деталь. И это было далеко не все. Он тебе не говорил с ней еще что-нибудь сделать? Он говорил мне: Но мне нужно. Мне нужно знать все. Что еще было? «Я хотел отгородиться от всего этого. Я понимаю. Я не собирался все это делать». Да. Расскажи мне, где еще ты прикоснулся к ее телу? Где еще он велел тебе ее трогать? Он сказал мне, что хочет, чтобы я ее коснулся. А я такой: не буду. Прикоснуться к ней где? Он хотел, чтобы я делал что угодно. Окей. А я такой: нет, 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 это только для моей жены. Угу. Да, вот такой я человек. Правильно. Он велел мне отшлепать ее по какой-то причине. И что ты сделал? Просто отшлепал ее? Он сказал: отшлепай непослушную сучку. А я такой: что? А он, мол, сделай это. Окей, это было до того, как он велел тебе раздвинуть ей ноги? Угу. После этого жуткого признания у детектива есть что сказать Джеффри. А вот знает ли сам Джеффри правду, теперь зависит от Келси. Никакого Мэтта не было, Откуда вы знаете? потому что у нас есть видео. Никакого Мэтта не было. Он был за деревьями. В рассеянном свете от магазина Publix отлично видны деревья, и там никто не стоял и не орал. Нет же, он сидел в деревьях и орал мне. В допросной Келси девушка наконец-то готова рассказать детективу кое-что важное. Информацию, которую подтверждает и сам Джеффри. Какие лекарства он принимает, ты знаешь? Сейчас он ничего не пьет. А он должен принимать лекарства. Значит, если он бросил таблетки, ты наверняка заметила изменения в его поведении, так? Что за изменения? Как он себя вел? По-другому? Я хочу знать, какой он обычно и каким становится без лекарств. Почему вы задаете мне такие вопросы? Как я уже говорил, мы пытаемся лучше узнать Джеффри. Я просто хочу узнать, какой он, когда принимает таблетки, и какой он без них. По сути, я хочу узнать все, что смогу, не разговаривая с ним лично. Просто скажи, как есть. Расскажи им все, Келси. Они пытаются помочь ему, окей? Меня это просто бесит. Если хотите, можете подождать снаружи с другим офицером. Побудете рядом, а потом мы вас вернем. Ладно. Ты в порядке? Я не люблю, когда меня допрашивают. Я к тому, что если он ведет себя как-то не так... Понятное дело, ты не хочешь, чтобы твоя мама тут сидела. Я просто хочу убедиться, что ты в безопасности. Понимаешь, каждый раз, когда я слышу, что кто-то бросает свои таблетки, это начинает меня реально беспокоить. Я не привыкла говорить за других. Это его жизнь, а не моя. Угу. Ну, как она сказала, мы пытаемся помочь всем, кому можем. Это, веришь ты или нет, наша работа. Мы хотим помогать людям. Поэтому нам нужно знать, кто он такой и с чем именно мы имеем дело. Как я уже говорила, я хочу знать, каким он был, когда пил свои лекарства, и какие изменения с ним произошли после того, как он перестал их принимать.
Когда мы только познакомились, он пил лекарства. Потом он снова вернулся к таблеткам. Окей. Он просто хотел чувствовать себя нормальным, поэтому опять начал их принимать. По сути, создалось впечатление, что он снова начал принимать лекарства. Ладно. Но когда он начал их пить, он стал, как бы сказать, Стал слишком заторможенным и слишком вялым. Я понимаю. он говорил мне, что чувствует себя не в своей тарелке. Он говорил мне, что сначала все было нормально, он был счастливым, шутил, а потом начал постоянно злиться, понимаешь? Он говорил, из-за чего именно он злился. Что? Упоминал причину или просто вспыхивал из-за любой мелочи. Он злился на что попало, но никогда никому не причинял вреда. Окей. У Джеффри была диагностирована шизофрения, и незадолго до этого ужасного происшествия он резко, в один день, бросил принимать свои антипсихотики. Важно отметить, что в целом люди с шизофренией не склонны к насилию и не опасны. На самом деле они гораздо чаще сами становятся жертвами насилия, чем совершают преступления. Если внимательно присмотреться к поведению Джеффри, особенно когда его только посадили в полицейскую машину после задержания, становится вполне вероятным, что он действительно видел и слышал кого-то, кого там на самом деле не было. Что случилось? Я ничего не делал. Что вообще происходит? В конечном счете Джеффри признали вменяемым и способным предстать перед судом, хотя психиатр диагностировал у него 5 психических расстройств, вызывающих галлюцинации и повышенную тревожность. Он пошел на сделку со следствием и в результате получил пожизненное заключение. По сей день он остается за решеткой. Твоя поддержка – лучший стимул делать новые выпуски. Ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно заглядывай в наши прошлые ролики. Там собрана целая коллекция жутких историй.